Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим сегодня новый расклад Таро. Расклад Таро для мужчин, который будет называться «Заводить ли новые отношения?». Давайте посмотрим. Вообще, как раз сейчас тот момент, когда вам стоит заводить их или нет. Или же может подождать. Может быть, вы немного не в том состоянии, настроении. Вообще, как сама судьба и Вселенная нам это покажет. Итак. Давайте посмотрим, какое сейчас у вас состояние. Ну вот посмотрите, да? Вот даже не нужно быть великим тарологом, чтобы понять, какое сейчас у вас убитое состояние, да? Убитое состояние из-за женщины, из-за любимой женщины, из-за любви, из-за женщины, которая предала вас. Из-за растоптанных чувств, из-за того, что, вот знаете, у вас состояние, когда не хочется никого и ничего, личной жизни никакой. Вот вы живете прошлым, вот полностью вы живете прошлым, воспоминаниями. Вот какие-то у вас сейчас мысли такие, да, а если бы все вернуть, а давайте все вернем и так далее. Вот только как вернуть? Так. Да, вот посмотрите, вы от женщин закрылись. Я не говорю о том, что вы совершенно там не мечтаете, там, либо же в монахи себе записали. Нет, одноразовых, как всегда, мы не берем. То есть вы себя ограничили от серьезных отношений. Вот на данном этапе у вас нет такой внутренней готовности, вот именно готовности внутренней, понимаете, которая позволит вам завести новую женщину, новые отношения. Вот посмотрите, вот какие у нас карты. Это как добровольное заточение. Вы до сих пор живете своей бывшей женщиной. Женщина, которая причинила вам боль, дичайшую боль причинила. Но в то же время вот вы спите и видите, чтобы она как-то проявилась, чтобы она хотя бы какой-то, я не знаю, хоть смайлик какой-то вам прислала, хоть что-то написала, хоть как-то поманила вас. Вот понимаете, вы обманываете сами себя. Вот вы пытаетесь обмануть сами себя, но вот я вам говорю то, что вот в ваших потаенных, вашей души происходит. Вот разбито сердце наповал. Работа, да. Хоть по жизни вы довольно активный мужчина, вы деятельный, вы мастер на все руки. Вы даже если что-то не умеете там сами, допустим, починить, вы всегда найдете, как, где, что достать, кто это отремонтирует, кто сделает, кто поможет. То есть вы такой, вы знаете, за вами можно быть как за каменной стеной, в общем-то. Но если женщина не будет ценить вас, если вы увидите, что вас не ценят, вы закрываетесь. Вот вы ничего не будете делать, да? Может быть, у вас и были раньше какие-то отношения, да? Когда вы вот видели, что женщина не ценит вас, и вы резко обрубали помощь, там, финансы, еще что-то. Вот не ценят, раз и закрылся, блок такой вот своего рода поставил, да? Женщина вам разбила сердце до такой степени, что сейчас вы просто, не в силах, вот на данном этапе. Вы не в состоянии просто завязать новые отношения. Да, вы можете, конечно, познакомиться, начать там какие-то отношения, но они снова будут разрушительные. Вы не прошли вот этот этап, который нужно пройти. Отболеть, отстрадать, отгоревать, да. Этот этап, который называется очень болезненным, да. Это болезненный этап горевания, горевания за прошлым, за отношениями, за любимой женщиной. Этап, когда хочется просто выйти на луну, да, вот грубо говоря. Во время такого этапа мужчины, вот говорят, мужчины не плачут. Да нет, мужчины плачут. Просто обычно они это делают, когда никто не видит. Я не говорю, что навзрыд, да, но тоже мужчины живые люди, и вы тоже можете и прослезиться, да, пустить горькую мужскую слезу.
Вот такое у вас состояние, да, когда чувствуешь себя, ну, несчастным, ну, до мозга кости просто. Такой вот обозленность, агрессия у вас. Да, вот видите, вам хочется, с одной стороны, вам хочется вот в душе любви, но вы, вот судя по раскладу Таро, вы абсолютно не готовы к новым отношениям, понимаете? Поэтому вот я бы вам советовала именно с серьезными отношениями немного повременить. Потому что если вы начнете другие отношения, вы сделаете несчастным и себя, и другую женщину. Понимаете? Потому что это будет как какой-то, вот знаете, пробный вариант, что ли. Вы будете все равно подсознательно сравнивать со своей женщиной. Вот будете сравнивать с какими-то, вот, знаете, ее качествами, с внешностью, черты характера. Вы все будете сравнивать. Вот сейчас у вас могут быть женщины, ну чисто так, для физиологии, скажем так. Вот я бы вам так советовала. Дальше уже, конечно, сами решайте. Но серьезные отношения повремените. Пусть хотя бы месяц какой-то пройдет. Я не знаю, у каждого это свои сроки, смотря когда вы разошлись с женщиной. Пусть еще хоть немножечко какой-то этап пройдет, прежде чем вы начнете серьезные отношения. Просто когда в таком состоянии вы начинаете новые отношения, когда еще не отболело старое, понимаете, у вас начнутся с новой женщиной тогда уже конфликты, вы начнете придираться, вам будет все не так. Знаете, я вот даже личный опыт, вот как бы истории вот любовные других людей, когда люди не отгоревали, да, вот прыгают с отношений одних в отношения другие. Начинаются постоянные скандалы, придирки, все не так. А все потому, что ты просто не любишь еще нового человека, потому что у тебя душа занята другой женщиной. Душа, сердце, да. И новая женщина тебя просто раздражать начинает. Вот она все не так делает. Тебе кажется, что она вся не такая, вся неправильная. Придирки на пустом месте. Это действительно есть. И я знаю много таких примеров. Почему психологи говорят, не надо прыгать с одних отношений в другие. Должен пройти какой-то период. Понимаете? Сейчас вы не готовы. Так, давайте посмотрим, что будет чуть подальше. Вот. Так. Туда чуть подальше, вот когда вы отгорюете, вот этот период пройдет, тогда у вас появится другая женщина. Женщина, которую вы еще не знаете. Это будет совершенно новое знакомство, новая история. И там уже тогда вы сможете строить счастливые отношения. Это будет хорошая женщина, стабильная для серьезных отношений. Но сейчас я бы вам не советовала связывать себя с серьезными отношениями, повторюсь. Потому что вы очень будете, посмотрите, вы будете очень воинственно настроены. Очень воинственно, понимаете? Поэтому, ну, как бы, вот такие вот дела. Да, посмотрите, вот если вы связываетесь сейчас, идет разрушение. Вот какой-то период, да, я уже и так, и сяк карты выкладываю. Какой-то период должен пройти. Иначе, если вы вступите в новые отношения, да, вот просто, как говорят, клин клином вышибают, не надо, потому что этим клином будет женщина. Это тоже живой человек. Женщина, которую вы просто потом раните и выбросите, потому что вы не отболели, не отгоревали. Она будет вам по-любому не такая. Посмотрите, вот если сейчас вы начнете новые отношения в скором времени, это будет опять какой-то разрыв. Если же вы начнете туда чуть попозже, когда вы немного успокоитесь, все эти страсти улягутся, все будет хорошо, и в вашей жизни появляется новая женщина. Женщина, причем по судьбе. По судьбе вообще у вас должно так быть, что женщина туда чуть позже должна у вас появиться, но уже для серьезных стабильных отношений. Вот такой был расклад.
Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!